Всем привет! Сегодня будем писать мужской портрет в такой свободной этюдной стилистике. И основная проблематика, которую я хотел бы донести до вас в этом видео, будет работа с цветом. Как в цветовую гамму привнести цвет, как работать с контрастными цветами, что делать, какими правилами я руководствуюсь. И, в общем, обо всем об этом сегодня поговорим и постараемся детально разобраться. Итак, если мы посмотрим на наш образец, на цветную фотографию, мы можем заметить то, что на ней преобладают охристо-красноватые цвета. Ну и в принципе человеческая кожа, она во многих местах стремится к красному из-за капилляров и сосудов, которые близко подходят. И, соответственно, если мы посмотрим на цветовой круг, то противоположным красному цвету будет зеленый. Ну и в данном случае мы выбираем более активный цвет, который у нас есть в палитре, это изумрудка. Ее мы будем делать в качестве нашего подмалевка, в качестве активного цвета и той цветовой доминанты, за счет которой мы будем строить нашу цветовую гамму. И все остальные цвета и сочетания у нас будут подчиняться ей. Итак, мы берем и сразу начинаем делать ей рисунок. Намечаем первые пропорции, компонуем в листе, смотрим, чтобы у нас ничего не вылетало. И общие размеры устраивали нас и никак не смущали по отношению к общему листу. Таким образом, мы сейчас отрисуем, какой-то такой приблизительный сделаем набросочек, раскроем его цветом, почти весь лист мы зальем именно зеленым, и потом уже будем писать и всю остальную цветовую гамму подстраивать под этот активный цвет. Точно так же я часто делаю, что мазки не соединяются друг с другом, между ними существует какой-то определенный пробел, даже вот само слово пробел, тот момент, что просвечивает белый лист, а у нас будет просвечивать наш активный вот этот вот зеленый. И таким образом в нашей цветовой гамме он появится, и мы сможем регулировать его количество за счет того, насколько мы запишем наш лист и сколько оставим нетронутого места. Подмалевки и подложки вообще могут быть самыми разными. То есть, самый классический способ, который я использую, если пишу какие-то такие обычные стандартные вещи, то это сиенистый теплый подмалевок. С ним всегда работать хорошо и легко, он просвечивает, и на то она и классика. Также можно использовать самые неожиданные цветовые сочетания. То есть вот сегодня зеленый, изумрудный, это очень такой активный цвет. Также можно ультрамарины использовать, либо какие-то, не знаю, розовые. В общем, тут все что угодно можно делать. С этим можно играться, пробовать, экспериментировать. Но вот такой вот принцип, именно когда мы вот закрываем всю плоскость, делаем такую единую подложку, наверное, это проще всего. Есть еще другой способ, когда именно по ходу работы мы в разные цветовые такие гаммы добавляем и оживляем эти кусочки какими-то цветными яркими оттенками. Мне кажется, это более сложный способ, с ним сложнее работать. Тут можно запутаться с цветами, то есть какой цвет подобрать, за счет чего сыграть. Тут же мы изначально сразу определяемся, то, что у нас вот есть активная доминанта, это зеленый, и все остальное будет к нему подчиняться. То есть тут тоже в погоне за цветом можно уйти очень далеко и превратиться в такой винегрет. Это не всегда хорошо, поэтому с цветом нужно работать аккуратно, понимать, что мы делаем, как мы строим цветовую гамму. Просто многие работают по принципу чем больше цвета, тем лучше. И вот со всей палитрой пихают цвет, может быть, в этом есть какая-то правда. Я такие вещи не поддерживаю. У меня свой взгляд на эти вещи. Я люблю работать с цветом, но все равно определенная культура в этом должна быть. И, соответственно, есть определенные правила, по которым я работаю и выстраиваю свои работы. Итак, я протонировал весь лист, сделал рисунок, проложил еще раз, утемнил именно теневые части, потому что они оказались недостаточно темными. И сейчас мы делаем и мешаем цвет света лица. Соответственно, это белый, охра, какой-то красноватый английский, и обязательно туда мы добавляем ту же изумрудки. И вы могли заметить, что на палитре этот цвет оказался довольно сложным, но как только мы помещаем его в яркую активную среду зеленого, он сразу же у нас становится более открытым и смотрится более красноватым, чем есть на самом деле.
В общем, тут такое правило, то что все зависит от окружения. То есть цвет мы не можем воспринимать как бы однозначно. Он в зависимости от того, что лежит рядом, будет уходить в ту или иную сторону. Если рядом что-то холодное, он будет становиться теплее. Если теплое, то холодный. Если рядом активно зеленый, все будет уходить в красный. Если рядом активно синий, все будет уходить в желтоватый. Это такие законы контраста, которые, есть, и мы ими пользуемся и активно применяем в работе. Но говорить о цветах это, конечно, не очень благодарное занятие. Лучше один раз увидеть, посмотреть и запомнить для себя какие-то вещи. Вот, ну и вы можете заметить то, что этим колером я прошел практически всю световую часть. Он не супер светлый, он еще у нас будет высветляться, то есть мы его тоже будем раскладывать, но какие-то основные моменты мы закладываем. И точно так же всегда, когда вы пишете, неважно, там, портрет, натюрморт или еще что-то, изначально мы все разбиваем на простые светотеневые формы. То есть у нас есть зона большого света и большой тени. То есть изначально мы держим вот эти вот большие объемы. И если мы сразу полезем работать с детальками, у нас есть большая вероятность того, что мы просто разрушим форму и уничтожим вот этот объем. Поэтому обязательно идите от большого к меньшему, от общего к частному и занимайтесь деталями уже в каких-то более поздних стадиях вашей работы. В общем, мы всегда должны понимать, в какой зоне мы работаем. То есть, если мы уже занимаемся деталями, если это зона света, все равно там не будет таких контрастных и темных вещей, как в зоне полутона и тени. Ну и также, если вы посмотрите на работу, вы можете заметить то, что уже в районе лба очень четко разбивается наша форма на свет, полутон и тень. И вот по такому принципу все и раскладывается. То есть мы ищем вот эти основные большие понятия и уже потом дальше начинаем работать с деталями. Во все цветовые сочетания, которые я мешаю, я обязательно добавляю изумрудку. Это обязательный такой прием, который все наши цвета усложняет и подгоняет под вот этот основной доминирующий цвет. Также вот вы могли заметить, когда я мешаю цвет на палитре, он смотрится довольно сложным. Как только я переношу его на наш лист, холст, он становится более открытым и более красноватым. Но вот сейчас я решил ввести немного такого красноватого, сочного цвета. Он немного ярковатым смотрится, очень контрастным, но в дальнейшем я его уберу и оставлю просто какие-то такие совсем небольшие искорки, которые будут именно зажигать. Это делаю именно вот на такой ранней стадии, потому что дальше я буду лепить форму, и все это будет постепенно уходить. Ну и, конечно, есть определенные точки, куда я вот так вот по стандарту ввожу вот именно такой активный красный. Это губы, это слизнячки глаз, ушные раковины. Ну и где-то просто смотрю, где в тему будет вот именно такой красный активный огонек. Также нам нужно сейчас немного заняться фоном, чтобы он у нас не отставал. Мы мешаем белила ультрамарин, обязательно добавляем охру, немного охры красный и все время усложняем это изумрудкой. Обязательно везде ее добавляем. Это просто необходимо при таком активном цвете подложки. Но вот немного красноватое сочетание получилось. Добавляем еще немного охры и белил, немного ультрамарина, и становится цвет более сложный и, на мой взгляд, лучше подходит в нашу цветовую гамму. Обычно при классической постановке портрета к световой части лица подходит самая темная часть фона. Это довольно эффектный прием, но у нас немного нестандартный свет. У нас к световой части лица подходит световая часть фона, поэтому нам нужно будет как-то за счет чего-то подумать, отделить лицо, то есть где-то выделить какие-то моменты, которые будут отличаться. Но это мы сделаем чуть позже. Со стороны тени у нас, в принципе, все стандартно. Силуэтная темная часть головы активно и хорошо выделяется на более светлом фоне. Но опять же, фон у нас это такая второстепенная вещь, она у нас не должна спорить со светом лица. Сейчас это довольно близкие получаются вещи, но световую часть лица мы еще будем высветлять, и, соответственно, фон у нас чуть попозже, он автоматически подсяет. То есть вот такие вещи мы просто держим в голове и раскладываем всю нашу работу на определенные логические операции. Ну и вот даже сейчас уже на этой стадии можно заметить то, что мы сразу же выдерживаем
то состояние, что у головы есть свет, полутон, тень, она у нас на светлом фоне, и мы вот эти вещи стараемся не разбивать, а наоборот, как бы следить за этим и всячески усиливать. Плюс сейчас вот я ввожу какие-то немного такие темные доминанты, с которыми тоже можно работать. Они основываются на фиолетоватом оттенке, потому что он красиво сочетается у нас с изумрудкой. Тоже как бы мы чуть-чуть начинаем добавлять какой-то графики, подчеркиваем какие-то места, ну и активные пользуемся вот этим приемом, то, что у нас должно быть какой-то баланс между пятном и линией. Вот сейчас мы много раскрыли, у нас много локального пятна, и вот сейчас надо как бы привнести какой-то интересной графики, добавить либо темных вещей, чуть попозже займемся еще и графикой. И, в общем, мы постоянно работаем на вот таких вот контрастных вещах. То есть у нас пятно, линия, свет, тень, и, соответственно, за счет контраста мы тоже работаем. То есть у нас именно вот эта вот визуальная работа строится на таких вот противоположностях. Также волосы в светлой части мы делаем через такие фиолетоватые оттенки. Это красиво смотрится. И, в принципе, мы обязательно должны в уме держать вот нашу цветовую гамму. То есть у нас не должно быть случайных цветов. Мы должны понимать, что у нас зачем, что у нас как бы подчеркивает. То есть именно есть такое понятие, как родственно-контрастный принцип. То есть у нас есть набор родственных цветов, которые между собой хорошо сочетаются. Соответственно, в данном случае у нас родственные цвета являются все вот эти вот цвета и полутона. Это охры, это красноватые оттенки, ну вот такие английско-красные, которые между собой хорошо гармонируют. Также дальше красноватый у нас переходит в фиолетоватую гамму. И, соответственно, контрастом в этой гамме у нас как раз служит изумрудка, которая просто вот зажигает и добавляет контраста. Нам главное ее уравновесить грамотно, чтобы ее было не слишком много, и чтобы она не вырывалась и не ломала общую форму. Ну вот пришло время добавить немного деталей. Небольшой кисточкой я наметил направление глаз, какой-то рисунок ввел в уши, начал искать вот изгиб рта, разрез рта. И, в общем, аккуратно начинаем уже работать с рисунком, начинаем искать какие-то характерные особенности. И, в общем, таким образом потихоньку у нас начинает собираться работа. Мы выстраиваем именно тот вот живописный образ. Работу обязательно ведем целиком, то есть не зацикливаемся на каких-то предметах. То есть мы должны бегать и сравнивать одно с другим. У нас идет такой постоянный анализ. Мы везде должны искать некие закономерности, одно сравнивать с другим. Как по каким-то светотеневым вещам, так и по рисункам, по пропорциям. Если зациклиться на какой-то одной вещи, то можно как бы опять же уйти не туда, и это в принципе неправильно. Работа. Вообще есть такое выражение, то что работа на любой стадии должна смотреться визуально привлекательно. То есть неважно, сколько вы работали, допустим, там минуту, либо несколько часов, все равно это должно смотреться презентабельно. И это говорит именно о правильности и о правильном подходе к работе. Также, пока я не забыл, хочу сказать всем большое спасибо, кто оставляет любую активность, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто пишет какие-то вопросы. В общем, большое спасибо за это, потому что алгоритмы YouTube все это считывают и продвигают ролики в рекомендации. Также, если вы меня смотрите, еще не подписаны, но вам нравится мой контент, обязательно подписывайтесь. Это лучшая для меня награда и мотивация на дальнейшую работу. Обязательно нажимайте на кнопку колокольчика, чтобы мой контент не затерялся в том обилие видеоконтента, который предлагает алгоритмы YouTube. Также у меня есть инстаграм-страница, ник точно такой же, Цирин88. Ну и на всякий случай я оставлю ссылку в описании, если вам интересно. Обязательно переходите туда, там свой контент, там больше каких-то интересных фотографий, плюс детализация. Я люблю прямо отснимать конкретные моменты, которые по живописи именно интересно получились. И это тоже вам может дать какую-то дополнительную информацию. Так что подписывайтесь на инстаграм тоже. Ну, если мы вернемся к работе, вы можете заметить то, что зеленого подмалевка осталось совсем мало, именно в теневой части головы. Он немного рисковато смотрится, где-то рушит большую форму,
но я не хотел бы его целиком полностью уничтожать. То есть, так как у нас нет прям такой задачи сделать такую классику, где-то мы можем пойти на это ради какого-то визуального эффекта. Поэтому я вот сейчас очень аккуратно добавляю в тень детали. Но вот сейчас опять переключился на свет, то есть какие-то вот высветления мы сделали, и у нас голова вышла вперед, оторвалась от фона. И вот сейчас очень деликатно нужно поработать еще в теневой части, то есть вот где-то добавить какие-то нюансы. Вот, но все равно я ставлю прям активные такие пятна, потому что, в принципе, они мне нравятся. Мне хочется, чтобы где-то вот форма рушилась, ну и, в принципе, это довольно интересно так смотрится визуально. И в самом последнем этапе уже очень внимательно мы начинаем приглядываться к деталям, смотрим вот эти вот особенности какие-то, которые именно выявляют портретное сходство. То есть в самом последний момент, когда у нас уже как бы все сложилось, мы начинаем потихоньку двигать какие-то вот эти основные моменты, искать детали. В общем, всем спасибо, кто досмотрел до конца. До новых встреч. Пока.